毕竟一步之遥的至强者，而这最后一位，就是斗帝血脉后人萧族萧玄。 Уровень Мнимый Святой или Баншен – это переходный этап между почтенным воином и святым. В последних сериях нам все чаще показывают данных экспертов. Их сила – это в чем даже не стоит сомневаться. Они уже ступили на путь Доушен. Поэтому такие эксперты тоже носят титул святых. То есть Яо Лао можно по праву назвать Святой Яо Чэнь. Если ничего неожиданного не произойдет, полусвятой Баншен обязательно станет Доушен. Поэтому большинство людей уважают полусвятого так же, как и святого. Переход из класса почтенного воина в уровень мнимого святого необычен. Существует такое понятие, как 9 этапов достижения святого. Поэтому вскоре мы будем часто слышать термин «почтенный воин 5-го этапа» или «полного 7-го этапа» и так далее. Что это значит? Это указывается, какого этапа из 9 шагов достиг пиковый почтенный воин и сколько ему осталось до прорыва. В этом видео мы подробно рассмотрим, что из себя представляют 9 этапов или шагов достижения святого. Этот путь настолько страшный, что его и описывать порой даже сложно. Именно поэтому уровень развития Яо Лао очень долгое время застопорился на уровне почтенного воина 9 звезд. Вроде бы Яо Чэнь даже был на пике 9-й трансформации почтенного воина перед своей смертью. Но если бы он не полагался на силу нового тела во время возрождения, то даже независимо от его таланта, прорваться на следующий уровень было бы довольно сложно. Данный шаг ненавидели многие эксперты и гении. Причина кроется в уникальном на пути развития методе. Только те эксперты, которые все-таки достигли того уровня, могли ощутить всю его уникальность. Это так называемые 9 этапов достижения святого. 9 этапов служат разделителями пропасти между высшим практиком уровня почтенного воина и классом мнимого святого. В конце концов, пропасть между ними действительно поражает. Сами этапы не так уж сложно описать. Проще говоря, они заключаются в уплотнении и сжатии. Когда доуци практика переполняет допустимый сосуд и больше не может наполниться еще, то тогда и вступает в силу система 9 этапов. Практик должен уплотнить и сжать свою доуци, и только тогда в его теле откроется новый запас для накопления новой доуци. Только благодаря данному процессу практик может запасти еще больший объем энергии. Цикл нужно завершить в течение 9 раз. Причем каждый этап будет эквивалентен развитию почтенного воина от 1 до 9 звезды. Представьте, насколько это трудно и какая морока. Но в процессе сжатия практик получает даоци абсолютно нового качества. Только тогда он сможет пересечь непреодолимую пропасть и совершить прорыв на уровень мнимого святого. Пройдя через все эти шаги, некоторые эксперты описали свой процесс тренировки и развития именно как 9 этапами развития почтенного воина высшего уровня. Святым можно стать только после идеального завершения всех 9 этапов. Про этапы легко говорить, но они выступают настоящей проверкой пределов практика. Только представьте, насколько ужасающий объем доуци нужно собрать эксперту в высшей ступени почтенного воина 9 звезд. А его нужно наполнить целых 9 раз. Были случаи, что почтенный воин 9 звезды первого этапа секретной техникой усиливал себя, то он мог сразу достичь 3-го этапа развития почтенного воина. Но даже в таком случае до уровня мнимого святого все еще далеко. Сяо Янь с помощью метаморфозы пламени мог также перескакивать несколько этапов. Например, будучи на 8-й звезде почтенного воина, он активировал тату клана Сяо. Тогда его аура резко возросла с почтенного воина 8 звезд до 3-го этапа высшего почтенного воина. Учитывая, что эти 3 шага это полная сила почтенного воина, при этом 3 раза сжатая, такое усиление впечатляет. Как Сяо Янь проходил эти 9 шагов достижения святого? Как мы говорили в предыдущих видео, благодаря древу Бодхисаттвы и тренировке под ним, Сяо Янь сразу же достиг 9-го полного этапа высшего почтенного воина. Другими словами, он был в шаге от мнимого святого, но Баншен он так и не стал. Но неужели это единственный способ достичь уровня мнимого святого? Не совсем. Есть несколько способов, позволяющих значительно ускорить процесс перехода в Баншен и Доушен. Некоторые из них просто фантастические. Первое. Обладать 3 сокровищами Бодхи. Это в случае Сяо Яня. Второе.
Обладать глазами с редкими змеиными зрачками, как у Цинли. Это настоящая читерская способность. Пользователь может забирать энергию у змееподобных, которых он не просто подавляет, но и частично поглощает. Эти глаза позволяют контролировать змей и преобразовывать их энергию в собственную. Третье. Ужасно ядовитое тело, как у Сяо и Сян. Это тело – настоящее проклятие, и все его владельцы в истории страдали. Но если говорить с точки зрения силы, ядовитое тело гарантирует мощный потенциал. Абсолютно никто, владеющий ядовитым телом в прошлом, не был слабее почтенного воина или даже полусвятого. Четвертое. Родословное или наследие крови. Кровь Доуди – это огромное преимущество, родословное одного из 8 древних кланов. Если эксперт имеет родословную 8 или 9 уровня, он автоматически получает потенциал прорваться до уровня мнимого святого и выше. Главное не лениться. Да, нельзя не признать, наследственная кровь – это величайшая читерская способность. Для таких людей получить уровень почтенного воина вообще не проблема. Самая талантливая молодежь из клана Гу, например, почти гарантированно достигает уровня святого. А такие как Гу Циньян могут стать доушен высокого уровня. Как видим, 9 изменений святого – это процесс продвижения от вершины класса почтенного воина к классу Баншен полусвятой. В тот момент, когда доуци в теле эксперта на пике класса почтенного воина показывала признаки того, что она полная и больше не может увеличиваться, начинались эти 9 изменений. Нужно было сжимать и подавлять доуци в своем теле. Только тогда внутри тела было достаточно места для принятия новой доуци. Нужно было выполнить это сжатие, как только доуци снова наполнится. Этот цикл будет повторяться, и только после 9 подавлений он достигнет полного состояния. Самое главное, доуци внутри тела будет испытывать изменение качества при каждом сжатии. Только тогда человек пересечет неизмеримую, подобную небу пропасть, и перейдет к классу Баншен или мнимый святой. Можно сказать, это очищение и сжатие 9 раз было куда труднее, чем само достижение 9 звезды почтенного воина. Это создает основу для сферы святого. Как же эксперт становится полусвятым? После 9-й, последней трансформации происходят качественные изменения. И хотя технически человек является полусвятым, его можно назвать святым. Напишите в комментариях, как вы думаете, эти 9 этапов достижения святого действительно нужный шаг в культивации, или же можно было ограничиться обычными прорывами уровней, как мы привыкли ранее? А если вам нравятся мои видео, подписка, лайки, комментарии под видео на ютубе – лучшая поддержка. Также у меня есть официальный телеграм Киномикс, где все новости и информация. Буду рад здесь вас видеть. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.